Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно быстрого уничтожения Таргоида. Что для этого нужно, какие пушки, как все это делается и так далее. Обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмя контент. Поехали! В плане выбора корабля под это дело я буду брать Анаконду. Можно попробовать еще Каттер, но не забывайте то, что у него боковые пушки двойки стреляют, сведение плоховато, а мы будем работать в ближней дистанции. Можно еще попробовать Каттер, можно попробовать это запихнуть на Крайт с натяжкой, может быть что-нибудь да получится, но будем использовать Анаконду. Так вот, в чем, собственно, прикол? Весь прикол в нашем вооружении. Это осколочное орудие стражи, наносит довольно высокий урон на очень короткой дистанции, потому что есть разлет. И довольно серьезный. Но, насколько вы знаете, у нас есть ограничение на количество антиксеновооружения на кораблях, и это лишь только 4 единицы. Но мы можем немножечко схитрить и поставить продвинутую многостволку. Это та же самая многостволка, но смотрите, в чем прикол. Версия многоствольного орудия на неподвижной установке, производящая скоростную стрельбу мелкокалиберными снарядами. Это сочетающая технологии людей и стражей, модификация разработана с возможностью ведения огня синтетическими боеприпасами, действующими на инопланетян. Поэтому она эффективна как против инопланетных противников, так и против кораблей людей. То есть на эту пушку ограничение у нас не работает. И да, они только фиксы. Следующий наш шаг. Чтобы, так сказать, эта пушечка у нас заработала в нужной кондиции, я сейчас говорю про многостволку, нам нужно синтезировать боеприпасы. Заходим в синтез, настраиваем мелкокалиберные боеприпасы, нажимаем и выбираем вариант стандартный. Тогда вот мы уже сможем работать по Таргоидам. Насколько я это понял. И дальше. Ко всему этому боеприпасы для осколочных орудий стражей. Мы можем увеличить урон на 30%. Да, вы потратите материалы, но энергоячейки стражи и все остальные материалы фармятся довольно просто. И быстро. В плане фита корабля нам не особо нужен сильно большой танк. Естественно, если хотите, можете в щит угорать, можете угорать в армор, но нам это особо здесь не нужно. Нам нужен хороший распределитель. И, в принципе, обычного 7 или какой тут у нас 8 А распреда хватит. Здесь просто стоит улучшенный. Но это, ребята, не критично. Мы можем просто поставить распределитель полностью в оружие. Через обычное меню. То есть, вот таким вот образом. И все будет хорошо. Ну а пока подлетаем, друзья, синтезируем боеприпасы. Делается это через снаряжение, через раздел синтез. Настраиваем мелкокалиберные настроены у нас. А вот осколочные чуть ниже. И вот они. Премиум боеприпасы. Да, дорого. Ну, относительно дорого. Некоторые, да почти все материалы фармятся довольно быстро. Могут быть проблемы только с энергоячейками стражи, но это просто для них нужно лететь исключительно к стражам на их руины. Но тоже довольно быстро. Ждем, пока высунутся наши пушки. Все. Это было довольно быстро. Но я немножечко огреб в плане каустика. Ну да ладно, Таргоид разобран. Вот сейчас который раз я врубаю тихий ход, чтобы снять каустик. И как видите, корпус опять пошел. Че за фигня? Че-то не то. Че-то прям совсем не то. Да. Вот, каустик опять спал. Выключаю бесшумный ход и... Неужто сейчас опять будет каустик? Странно, три раза это повторилось. Ладно, летим. Починим корабль еще раз, но когда вы будете чинить свой корабль, не пополняйте ему боезапас. Иначе ваш премиум слетит. Меня
Меня всегда радовала модель повреждения Анаконда, особенно когда я получаю урон от нагрева, ей расковыривает весь корпус. Это прикольно. Да. И да, друзья, это высокие настройки графики в Одиссее. Я не понимаю, как это работает, но это так. Это, конечно, все очень интересно. Да, мы очень быстро за несколько секунд уничтожаем Циклопа в соло. Но что же будет, если мы полетим на Василиска с таким же вооружением и премиум боеприпасами? Вася здесь. Вася здесь. Вот он уже летит к нам. Нам главное успеть вытащить пушки. Давай, подлетай. Его так видно, потому что включил фонари. Ну и погнали. Возможно, не получится. Что-то лаги какие-то пошли. Что это? Игра! И перестала. Что это? Что за фигня? Кажется, нужно будет перезаход сделать. Я из этой штуки не смог нормально стрелять. Перезаход, ребят. Что-то не то у нас. Что-то у нас прям совсем не то. Дальше будем в горизонтах, потому что я не знаю, что происходит с Одиссеей. Были даже стримы, где мы летали на, между прочим, зоны конфликтов Таргоидов, где был не один Таргоид, где были еще и перехватчики, и гидры, гигантские рои, и все это было на стриме, и все великолепнейшим образом работало. А тут какая-то шляпа произошла. Ну нафиг. Василиск, попытка номер 2. Горизонты. Ждем, пока вытащатся также наши пушки, и начинаем просто спамить. Так, он стоит на месте, это хорошо, мы можем в него прям стрелять. Что-то, мне кажется, мы его не передамажим, ребят. Кажись, без шансов. Не, ну можем еще, конечно. Блин, ну я не хотел выносить ему сердце, будем честны, я хотел просто отработать пушками. Похоже, чудо не случится. Не, вообще ни в какую. Когда мы стреляем специально ему в центр, чтобы не задевать его сердце. Не. Не, без вариантов уже. Но это если я один, друзья, не забывайте. Если кораблей больше, то будет, собственно, и поинтереснее. Кстати, если хотите такое видео, что будет, если мы вчетвером полетим, скажем, на этого же Василиска, на Медузу и Гидру, то черканите в комментариях. Но, к сожалению, или к счастью, если соло, то Циклоп — это наш потолок. Именно вот таким способом. Не, вообще без вариантов, он отрегенился уже 100 раз. Ладно, валим. Кажись, не убежим. Вообще никак. Теплоотводов нету, сбой ФСД и так далее.
Ну, Фит был не подготовлен к долгому бою, да и я чисто настреливал осколочными орудиями. Ой, подожди, слушай. Не, все, движки отключены, мне движки вынесли. Молодец, Старк. Ничего не скажешь. И, естественно, друзья, не принимайте это видео близко к сердцу в плане гайда, потому как нужно биться с таргоидами. Вот вообще не так. Тем временем... Все, конец. Ну давай, добей уже меня для видео. Ну, наконец-то. Отмучился. Подводим итоги. Работает против таргоидов? Да. Уничтожается быстро таргоид за несколько секунд? Да. Все таргоиды? Нет. Только лишь циклоп. Василиск, медуза и, упаси бог, гидра так в соло не лягут. Если полететь толпой, то, возможно, что-нибудь да получится. Если хотите, чтобы я это сделал и собрал команду, то вы знаете, что делать, писать в комментарии по этому поводу. А вообще целесообразности использования данного вида фарма, ну то есть зарядки, траты материалов на это дело и уничтожение одного единственного циклопа, я не вижу. Правда. Я бы летал спокойненько на рельсах стражей и все. Чисто как поугарать, пофаниться? Да. Толпой? Да. В соло? Ну такое. Кстати, можно было еще накинуть истребитель стражей, ну да ладно. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, друзья, и мы перешли отметку в 1500 видео по различным темам, между прочим. И что это означает? Это означает то, что в этой игре очень много контента, и все, кто говорят то, что в ней нечем заняться, ребята, они вам врут, либо просто не знают и таким образом врут. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, таргоиды, вооружение, ручное вооружение, корабельное, комбезы, инженеры под все это дело и еще много чего интересного. Но все же общая информация по этой игре, которую я вам дал, это все же один большой плейлист. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр и так далее. И искать даже себе народ, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в дотку, геншины. Не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся при этом, при всем. Если вы хотите поучаствовать в этом, то вам в Discord, там подробные правила вступления и так далее. Шнуры мы как минимум не дергаем. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. И еще такой момент. Для тех, кто досмотрел данное видео до этого места. Возможно, я протестирую залповые орудия, заинженеренные в усиленные, по всей красоте. Ибо урон там выше, чем у этих. Но по таргоидам проходит немножечко по-другому. Ну да ладно. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.